Привет, друзья! Как вы знаете из предыдущих серий, я мечтаю создать турбореактивный мотоцикл. И мой самодельный реактивный двигатель для этого уже практически готов. А значит, в ближайшее время мне нужно будет создавать шасси для этого мотоцикла. Дело это, конечно, непростое, и здесь я хотел бы немного потренироваться. Когда-то я уже создавал мотоциклы из металлолома, но на самом деле практики там было довольно-таки мало. Передняя вилка, траверсы и колеса были от Карпатова, а задняя подвеска и вовсе отсутствовала. Если быть честным с самим собой, в плане создания авторского мотоцикла это был довольно-таки халтурный вариант. Я считаю, чтобы познать азы и проникнуться вершиной кастомайзинга, нужно мотоцикл создавать вообще с нуля. Ну, может быть, купив только колеса. Так вот, чтобы набить руку и попрактиковаться в создании мотоциклов, я решил сделать какой-то полностью авторский мотоцикл, причем сделать это нужно в кратчайшие сроки, то есть быстрый проект-однодневку. Разумеется, чтобы это было в моем духе, это должен быть какой-то из ряда вон необычный мотоцикл, и желательно, чтобы такого вообще в мире больше не было. Те, кто смотрели мой канал с самого начала, знают, что я большой любитель радиоуправляемых самолетов. Мне вообще кажется, что у винтовых самолетов есть какая-то своя прекрасная и тонкая романтика, связанная с небом и полетами. И мне захотелось как-то связать две эти темы – мотоциклы и авиацию. Что ж, друзья, давайте вместе попробуем это сделать и посмотрим, что в итоге у нас получится. Итак, у меня завалялись два вот таких вот огромных авиационных двигателя мощностью аж 2 киловатта каждый. Один из этих двигателей был установлен на моем огромном красном самолете, и таскал он его просто как пушинку. Я хочу использовать два таких двигателя для создания тяги мотоцикла. То есть у нас получится так называемый аэромотоцикл. Иными словами, байк, приводимый в движение воздушными винтами. Конечно, мы с вами понимаем, что даже двух таких двигателей для мотоцикла будет маловато. Однако, если сделать его очень легким, и, скажем так, если им будет управлять какой-то маленький, легкий, худенький байкер, концепция может оказаться вполне работоспособной. А значит, будущий мотоцикл нужно сделать полностью из алюминия. Недавно я обзавелся особым сварочным аппаратом, который в режиме полуавтомата способен варить алюминий. Если кому-то интересно, у меня есть даже отдельная серия про этот аппарат. Там я делал его обзор, все о нем рассказывал и учился им работать. Вообще, иметь возможность работать с алюминием – это как заветный грааль для любого инженера. Алюминий прочный и очень легкий материал. И поскольку теперь у меня есть все необходимые средства, пришло время стать волшебником и сотворить какие-нибудь чудеса. Набрал в магазине профильные алюминиевые трубы и начал импровизировать раму мотоцикла. Поскольку тяга двигателя у нас небольшая, стоит прямая задача сделать мотоцикл максимально легким. И вообще, я собираюсь сделать его полностью алюминиевым вплоть до мелочей. Ну, насколько это вообще возможно. Ну вот, тушка мотоцикла готова. Как вы видите, мотоцикл получился довольно-таки длинным, в смысле вытянутым на вид. Но с этим ничего не поделать, так как в этот фюзеляж, то есть раму, должны будут уместиться два огромных лодочных аккумулятора. Собственно, именно под них вся эта рама и просчитывалась. Теперь нужно сделать одну из самых сложных частей всего мотоцикла. Это переднюю вилку. К сожалению, у меня нет всего необходимого металлолома, но есть вот такая вот электротехническая шинка. Поэтому траверсы придется делать составными, то есть из двух частей. Конечно, отсутствие необходимых материалов сильно тормозит процесс, но с этим ничего не поделать. Приходится импровизировать, сваривать, потом зачищать. Но с другой стороны, так даже интереснее. Магии творения больше. Ну вот, обе траверсы готовы. Далее необходимо сделать узел вращения или рулевую колонку. К раме будет привариваться вот такая вот толстенная труба, а с подшипниками я решил вообще не заморачиваться и просто поставил две второпластовые втулки. Такая конструкция сможет держать и осевые, и радиальные нагрузки, а из-за наличия некоторого трения эти втулки сработают еще и как стабилизатор руля. Хоть это совсем и не по правилам, но ось я решил сделать тоже из алюминия. Причем сплошного стержня у меня не было, пришлось взять просто трубу. Но думаю, с нашими нагрузками мы можем себе позволить такое. Обратите внимание, что даже гайки я использую легкосплавные. Ох, чувствую, весь этот мотоцикл будет просто каким-то царством алюминия.
Даже интересно, а получится ли сделать его вообще без железа? Ладно, далее. Поскольку электротехнический алюминий очень мягкий, траверсы я решил укрепить полоской из жесткого магниевого сплава. Собственно, из такого же сплава выполнена вся рама мотоцикла. Вообще траверсы обычно делают цельнолитыми, но думаю, в моем случае такого ребра жесткости будет достаточно, чтобы справиться со всеми нагрузками. Посмотрите, какая красота! Снаружи они смотрятся прям как от настоящего взрослого мотоцикла. И вот так это выглядит в сборе с узлом вращения. Теперь по плану нужно изготовить перья. Поскольку особо времени церемониться нет, вилку решил сделать пока по-простому, без каких-либо амортизаторов. Это будут просто две толстостенные трубы. В будущем, если проект окажется очень успешным, можно будет переделать перья и внедрить какие-нибудь пружины. Или доделать вилку в систему Springer. Но пока не хочу тратить на это уйму времени, поездим как-нибудь так. Собираем траверсы, подшипниковый узел и перья воедино. И получается уже что-то очень напоминающее передок крутого мотоцикла. В такие моменты, когда из ничего начинает вырисовываться что-то, я прям реально по-настоящему кайфую. Давайте скорее установим колесо, чтобы прям помереть от счастья. И вот что в итоге получилось. Согласитесь, это уже очень похоже на настоящий мотоцикл. Ну что ж, не будем сильно затягивать, давайте приварим вилку к раме. На этом этапе уже очень важно выровнять переднее колесо по раме. Поскольку данное место является сильно нагруженным, необходимо приварить усилитель. Что ж, думаю, это теперь точно надежно. Рама получилась невероятно легкая, а давайте-ка попробуем ее взвесить. Хотите верьте, хотите нет, но вся эта рама весит всего лишь 2 с небольшим килограмма. Друзья, это и есть то самое чудо, про которое я говорил. Вы где-нибудь видели мотоцикл, у которого бы рама весила 2 килограмма? Я думаю, даже у моего велосипеда она раза в 3 тяжелее. Ладно, продолжаем. Чтобы мотоцикл скорее принял свои готовые очертания, решил поставить руль. Подобрать подходящий в магазине оказалось непростой задачей. Мне дали примерить руль от какого-то красача с максимальной, так сказать, рогатостью. Но, согласитесь, как-то он сюда совсем не подходит. Я долго ходил кругами вокруг и никак не мог понять, что с ним не так. В общем, сразу видно, что он просто не из этой оперы. Лично мне нравятся большие рогатые рули в стиле как у Чоппера. Но, конечно, в магазине такое не продается. А значит, руль придется тоже делать самому. Мне очень повезло, и у меня как раз нашлась 22-я труба. Она, конечно, тонковата, но ладно, на первое время пойдет. Самым большим плюсом кастомайзинга и, пожалуй, его основной философией является то, что ты делаешь все именно так, как тебе захочется. Не как лежало в магазине и не из того, что нашлось в запчастях, а именно как тебе захотелось. Может, привиделось во сне или просто соответствует твоему вкусу, неважно. Ты волен творить все, что угодно и как тебе вздумается. В общем, полная свобода. Ну, другое дело. Посмотрите-ка, это же совсем другой разговор. Теперь этот руль отлично вписывается в концепцию. Для усиления геометрии приварил к нему еще пару переборочек и, пожалуй, все. Готово. Посмотрите, друзья, да у нас тут начинает вырисовываться прям настоящий мотоцикл. Конечно, из-за своих массивных элементов вилка получилась тяжеловатой, но тут уж ничего не поделаешь. А, кстати, давайте снова взвесим. 6 килограмм. Что ж, вилка весит как 2 рамы. Но все равно, согласитесь, это очень хороший результат. Я даже могу поднять эту раму на вытянутой руке. И по ощущениям она просто феноменально легкая. Но мы не закончили. Теперь предстоит сделать самое сложное. Это заднюю подвеску. У правого мотоцикла не было задней подвески вообще. Там была так называемая рама-сухарь. И несмотря на то, что это было скомпенсировано сиденьем с большеходной пружиной, ездить по просеченке было то еще удовольствие. Конечно, не думаю, что на аэромотоцикле придется ездить по лесу, тем не менее тут у меня горит инженерный интерес. Мне просто хочется это сделать.
Для примерки попросил в магазине велосипедный амортизатор, но, честно говоря, он мне с самого начала не понравился. Амортизатора в нем на самом деле никакого нет, это просто пружина с направляющей. Чтобы настроить и понять оптимальные точки крепления, из фанеры сделал приблизительную имитацию подвески. И как я заранее предположил, этот амортизатор оказался вообще несгибаемым. Дело в том, что у велосипедов один моноамортизатор. Кроме того, из-за большого диаметра колеса пружину приходится делать очень упругой. Как я не прыгал на этой подвеске, я не мог прожать эту пружину даже на сантиметр. Вот, а теперь представьте, что у меня их еще должно быть аж 2 штуки. В общем, это явно не мой вариант. Ну что ж, придется снова импровизировать. Купил 2 самых дешевых газлифта от багажника какой-то машины и раздобыл 2 пружины от водительской сиденьки КамАЗа. Даже если просто посмотреть на сечение этих пружин, делается понятно, что моя раз в 10 мягче велосипедной. Немного укорачиваем газлифты, чтобы они подходили по параметрам. Это будет наш амортизатор. И еще нужно отровнять пружины. Дело в том, что эти пружины должны работать без каких-либо перекосов, иначе пружина будет тереться об амортизаторы и вообще быстро изнашивать его направляющую втулку. Еще выточил несколько деталей, и, как вы видите, к сожалению, это такое место, где все-таки пришлось отойти от алюминия. Ну и ладно, думаю, сильно это погоду не сыграет. Еще решил изготовить резиновый демпфер. Он нужен, чтобы смягчить удар от очень больших кочек. То есть, когда амортизатор будет сжат полностью, удар придется не на поршень и корпус амортизатора, а на этот вот резиновый бублик. Это будет хорошо и для пилота, и для алюминиевой подвески. Разумеется, чтобы все было по-взрослому и амортизатор амортизировал, заливаем в него немного масла. И в итоге у нас получается 2 вот таких вот красавца. Я хочу расположить их в перевернутом положении, тогда при резком вставании с мотоцикла будет смягчение хода амортизатора маслом, а при резком ударе на кочке будет работать резиновый демпфер. Таким образом, все крайние точки хода будут смягчены, а в средних зонах амортизация будет осуществляться внутренним воздухом. Ну, это же газлифт, он обычно так и работает. Пока неизвестно, какое поджатие пружины нам нужно, поэтому поджатие сделаю временной алюминиевой трубкой. Но что-то мне подсказывает, что она тут навсегда. Как говорится, нет ничего постояннее, чем временное. А теперь покажу вам один классный лайфхак. Как за 2 минуты сделать изумительный сайлентблок. Вырезаем кусочек фторопласта и, свернув его в трубочку, засовываем в ушко амортизатора. Немного разогреваем газовой горелкой, чтобы размягчить, и развальцовываем рукояткой какой-нибудь отвертки. То же самое проделаем и со второй половинкой. У вас получится такая вот двухсторонняя воронка. Далее снова разогреваем фторопласт с обоих сторон и сильно сдавливаем между 2 металлическими предметами. Ждем пока охладится, и через пару секунд все готово. В сочетании с болтом и 2 шайбами это получится отличный сайлентблок, который сможет держать все виды нагрузок. Теперь необходимо понять точку крепления амортизатора на подвеске. Для этого доделал фанерную подвеску до симметричного вида и, как вы, наверное, уже заметили, насверлил много дополнительных точек крепления. То есть теперь можно будет на практике попробовать разные положения и определить, какие усилия и амплитуда были бы наиболее комфортны. И вот так это все выглядит. Конечно, смотрится как-то страшненько, тем не менее весь функционал тут создан и вполне работоспособный. Ну, скажем так, достаточный, чтобы разобраться с настройками. Ну что ж, все работает как надо. Сделал специально помягче, так как изначально подразумевается, что этот мотоцикл строится не для меня, а для кого-то раза в 2 полегче. Что ж, раз со всеми настройками разобрались, можно создавать подвеску. К сожалению, у меня есть только такие вот профильные трубы 20 на 20, и для подвески это явно слабовато. Поэтому решил сварить эти профили вдвое, тогда запаса прочности будет хватать. Получились вот такие вот рельсы. И я думаю, что это просто с многотонным запасом. Проверяем геометрию, соосность, параллельность и привариваем усилители.
При сварке алюминия обязательно нужно учитывать огромный коэффициент расширения этого металла, ведь его ведет аж в 2,5 раза сильнее, чем железо. Поэтому на каждом этапе приваривания усилителей нужно еще раз все перепроверять и при необходимости корректировать. Подвеска пока еще вся на прихватках, но на этом этапе уже можно проверить работу амортизаторов и при необходимости что-то откорректировать. Что ж, для моего веса это, конечно, слишком мягко, но для какого-то легкого пилота будет прям в самый раз. Тем не менее, по ровной дороге, в принципе, я смогу на нем ездить. В общем, на мой взгляд, это самое оптимальное положение, поэтому оставляем как есть. Это наилучший вариант. Ну и немножко давайте наведем красоту, чтобы уж прям удовольствие получить. И вуаля, подвеска готова. Я вот даже не знаю, стоит ли потом все это красить. Посмотрите, как красиво смотрится. Если немножечко доработать шкуркой, будет прям вообще огонь. Ну, не знаю. Ладно, потом решим. А сейчас давайте установим ее на место и посмотрим, что у нас получилось. Честно говоря, друзья, я просто кайфую на этом этапе, когда все уже сделано, подогнано и ты собираешь все воедино. Ну, по крайней мере для меня, это прям какое-то отдельное удовольствие. Ты чувствуешь близость конечного результата, ощущаешь финал творения, ну и просто наслаждаешься своей работой. Эх, посмотрите, какая красота! Подвеска получилась довольно-таки уникальной, немного даже необычной, но она довольно-таки гармонично вписывается в эту концепцию. Короче, слон доволен. Нужно теперь проверить, а влезают ли сюда аккумуляторы, а то может получиться очень смешно на испытаниях. Да, все прекрасно уместилось. Теперь нужно сделать заднюю спинку. И, конечно, она должна быть довольно-таки высокой. Это необходимо в плане безопасности. Ведь у нас сзади будут вращаться винты, нужно как-то отградить пилота от пропеллеров. Да, и по стилю такая спинка будет неплохо дополнять общий стиль мотоцикла. Спинку с сидушкой пришлось выполнить на отдельной раме, так как у нас там единственное место, через которое можно засунуть аккумуляторы. Теперь давайте подумаем, как установить эти двигатели. Изначально я планировал крепить их к спинке через какие-то отдельные выносы, но сиденье пришлось сделать съемным, поэтому для двигателей придется делать отдельную раму. Закрепил оба двигателя на общий профиль и прикинул допустимое расположение по пропеллерам. Надо, чтобы они и колесу не мешали, ну и пилота не пилили. Всю эту мотораму решил сделать тоже съемной, чтобы было и легче транспортировать, ну и кто знает. Может быть, в будущем разживусь какими-то крутыми движками, а значит раму тоже придется менять. Устанавливаем двигатели и все готово. На этом этапе уже можно пробовать на нем прокатиться. А значит, тащим его на улицу. Ну вот, все готово, и пришло время приступить к самому интересному и испытанию всего этого мотоцикла. К сожалению, мне не удалось правильно укомплектовать эти авиадвигатели, поэтому полной мощности сегодня увидеть не получится. У правого двигателя стоит слабый регулятор всего лишь на 70 ампер, а у левого двигателя нет подходящего пропеллера. У меня нашелся только очень большой пропеллер, который я обрезал по краям, чтобы хоть как-то провести испытание. При этом он все равно сильно перегружает двигатель, а тяги получается мало. Тем не менее, несмотря на все эти проблемы с двигателями и несмотря на то, что здесь вообще много еще чего не хватает, я все-таки хочу попробовать провести эти испытания. А точнее, мне уже просто не терпится на нем прокатиться, посмотреть, как все это работает, и самое главное, поедет ли вообще. Но прежде чем мы начнем, я хочу замерить тягу каждого из двигателей, чтобы хотя бы понимать, с какими силами мы вообще имеем дело.
И вот, друзья, какие у нас получились результаты. Правый двигатель, который со слабым регулятором, удалось загрузить потоку только на 85%. При этом он выдал всего 6 с небольшим килограмм тяги. Левый двигатель, у которого есть мощный регулятор, но стоит неправильный пропеллер, наоборот, перегрузился аж на 112%. При этом не смог выдать даже 5 килограмм тяги, что, конечно, уже совсем смешно. Ну ладно, давайте сейчас запустим оба двигателя сразу, замерим суммарную тягу и посмотрим, справятся ли лодочные аккумуляторы с этими двумя монстродвигателями. Очень интересно, друзья. Согласно всем законам математики, сейчас мы должны были увидеть смелые 10 килограмм тяги. Но по факту получили только 8,5. Это говорит о том, что лодочные аккумуляторы просто не справляются с такой нагрузкой. Хоть китайцы и обещали 200 ампер с каждой батареей, но, видимо, с какими-то очень китайскими оговорками. И, похоже, лютым падением напряжения. Вообще, согласно описанию, с каждого этого авиадвигателя возможно снимать до 8 кг тяги. То есть общая тяга мотоцикла должна быть аж 16 кг. А мы сейчас имеем ровно в 2 раза меньше. Ну ладно, давайте уже попробуем на нем как-нибудь прокатиться. Ну, как уж получится. Дед! Чё, в кадр попадаю? Не хочешь испытать мотоцикл? Пошли, ты худенький, поможешь нам испытать. Вес уменьшить. Давай, сейчас выше. Вообще, я изначально предполагал, что какой-то большой тяги с этих двигателей получить не получится. Поэтому мотоцикл рассчитывал на кого-то худенького. И сейчас пригласил своего друга Деда для испытания этого мотоцикла. Дед — это на самом деле его кличка в байкерских кругах. А вообще он один из самых известных и авторитетных байкеров во всем моем городе и мой друг. А поскольку он весит почти в 2 раза легче меня, ему и придется испытывать этот мотоцикл. В первом заезде получилось как-то немного слабовато, поэтому я решил рискнуть и прибавить мощность двигателей. Давай! Что ж, неплохо, но, как я и ожидал, левый регулятор сгорел прямо на испытаниях. Ну и не мудрено, ведь двигатель способен загружаться более 80 ампер, а регулятор рассчитан только на 70. Что ж, друзья, несмотря ни на что, как-никак, а испытания состоялись. Теперь мы знаем, что тема эта работоспособна и мотоцикл может ездить. А это означает, что можно продолжать им заниматься. Нужно доделать всякие тут мелочи, а именно сделать сидушку, сделать боковую подножку, тормоза, нормальную ручку газа, ну и прочие мелочи. То есть довести его до рабочего, так сказать, состояния. Но самое главное, конечно, нужно разобраться с силовой установкой. Правый двигатель имеет правильный винт, но регулятор был слабый и поэтому сгорел. У левого двигателя наоборот, хороший мощный регулятор, но не подходящий пропеллер. Поэтому он потреблял энергии даже больше, чем положено, но тяги при этом было даже меньше, чем у правого. Всего у нас суммарно было 8 килограмм тяги, но если решить все эти проблемы комплектации, будет от 14 до 18 килограмм. Вот тогда-то эта малышка попрет. Что ж, друзья, хочу сказать, что пока я делал этот аэромотоцикл, сама идея мотоцикла с воздушными винтами стала мне как-то особенно интересной.
И несмотря на то, что основная задача поупражняться в создании шасси мотоцикла выполнена, я все-таки хочу доделать этого красавца, довести его до ума и потом где-нибудь на трассе провести полномасштабные испытания. Как я понимаю, ничего подобного в мире просто нет. И мне стало очень интересно, а что вообще из себя может представлять подобный объект? Да, кстати, несмотря на то, что это смежный второстепенный проект, и я запланировал на него всего одно видео, если вам интересно и вы хотите посмотреть эти испытания, то дайте мне об этом как-нибудь знать. Давайте вообще проведем голосование. Если вам зашла эта тема аэромотоциклом и вы хотите продолжения, поставьте где-нибудь в своих комментариях плюсик. Если плюсиков будет много, то я буду знать, что вам интересно, и буду снимать продолжение. А сейчас я хочу поблагодарить своих спонсоров, которые жертвуют на металлолом, керосин и все остальное. А с вами, друзья, я не прощаюсь, а говорю до встречи в следующих сериях.